Всем привет! Меня зовут Катя, и вы находитесь на моем творческом канале, который называется Гудзик DIY. Сегодня хочу показать вам, как делала ангела с имитацией металлической поверхности. Для его основы взяла самую обычную пластиковую бутылку. У нее как раз есть рельеф с елочками, что будет очень кстати к новогоднему декору. Утяжеляю бутылку мелкими камушками, которые заворачивают ткань, чтобы они не гремели в готовой игрушке. Еще взяла вот такой колпачок от мороженого рожка. Пластик тут, конечно, очень тонкий, и чтобы он не деформировался, набиваю его газетами. Также, чтобы пластик не проминался, можно сделать вот такие ребра жесткости из пластиковых крышек. Чтобы краска хорошо ложилась на пластик, загрунтовала его адгезионным грунтом Otex. Вообще он белый, но я в него добавила строительный колер. Наношу губкой 2 оттенка бирюзовой краски. Из проволоки сделала руки и обмотала их пряжей. Голову фигуркам обычно делаю из воздушного пластилина, но на этот раз беру готовую пенопластовую заготовку. Чуть позже расскажу почему. Оклеиваю салфетками, фактура ниток мне тут совершенно ни к чему. И после высыхания клея подкрашиваю цвет основы. Пропитываю обычную тканевую сетку смесью ПВА и краски. Помимо нужного цвета, это придаст ей жесткость. Дала ей только немного подсохнуть, так чтобы можно было шить прямо на фигурке. А уже после полного высыхания все сформированные мной складочки так и останутся в этом положении. Я шью крупными стежками, сильно не натягиваю. Мне нужно всего лишь немного закрепить ткань на основе. Термоклеем пока еще пользоваться не могу, так как ткань еще влажная и просто не будет держаться. Плащ также делаю без всякой выкройки. Просто примеряю его приблизительную длину. А верхушку присобираю на нитку, для того чтобы он лег красивыми складками. Специально не красила заднюю часть головы, чтобы воздушный пластилин лучше приклеился. Смешала голубой с зеленым цветом. Получившийся оттенок тоже не совсем попадает в нужный, но я потом его тоже подкрашу.
Нанесла краску более темного оттенка, подождала, пока она немного подсохнет, и потом смыла излишки под проточной холодной водой. Если сделать это быстро, то пластилин не успеет раскиснуть. После высыхания сетки подрезаю шлейф в форме полукруга. Так как у меня много мелких элементов, буду красить краской из баллончика, потому что прокрашивать все кистью будет неудобно. Я наносила спрей неравномерно, чтобы не перекрыть бирюзовый цвет, и получился эффект бронзовой патины. Мне особенно понравилось, как выглядит окрашенная сетка. Действительно, даже вблизи выглядит совсем как металлическая. Ангелу можно дать в руки какой-нибудь декор. Я решила сделать трубу. Для нее взяла колпачок от медицинской иглы и колпачок от назального спрея. Можно, например, взять коктейльную трубочку, немного ее оплавить, чтобы она расширилась с одной стороны. Но у колпачков, конечно же, более прочный пластик. Приклеиваю ее до окрашивания, чтобы, если где-то выступит какой-то клей, потом он не был заметен. Воротник выглядит как-то пусто и ненарядно, поэтому решила приклеить кусочек кружева. А шов на талии закрываю стразовой тесьмой. Мне хочется добавить еще более темного оттенка. Смешала античную бронзу с золотым цветом и прохожусь по выступам полусухой кистью. Нимб буду делать из колечка от пластиковой крышки. Мне хочется, чтобы он тоже был фактурным, а не просто гладким. Закрепляю его на проволоке и макаю в ПВА. И обсыпаю микробисером, таким как покрывают сахарные ягодки. Покрасила его только золотистым баллончиком, а если хотите состарить, то также сначала покрасьте в бирюзовый цвет, а потом пройдитесь сухой кистью с металлической краской. Крылья вырезала из тонкого картона. Оставлю для вас в описании несколько вариантов таких шаблонов. Чтобы получить воздушный эффект, как будто они состоят из мелких перышек, можно обмотать их синельной проволокой или пушистой пряжей. Для крепления закручиваю проволоку с внутренней стороны и также крашу из баллончиком. Пришлось наносить несколько слоев под разными углами, чтобы тщательно прокрасить ворс. Осталось только приклеить крылья, хорошенько закрепив проволоку под плащом. Из-за того, что я не делала ангелу никаких тематических новогодних украшений, думаю, что его можно использовать и как повседневный внесезонный декор. Как всегда, жду ваших отзывов в комментариях. Также можете предлагать какие-то свои идеи для моих будущих DIY. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы YouTube присылал вам уведомления о моих новых видео. Желаю всем удачи, позитивного творческого настроения и до скорой встречи!